Всем привет! Как я рассказывала, что я сейчас на Красной Поляне. В этом видео сделаю обзор отеля Marriott, куда я ходила гулять, подъемники, разная высота, Роза Хутор, Красная Поляна, рестораны. Приятного просмотра! Так, многие путаются, где Роза Хутор, где Красная Поляна, еще есть поселок Красная Поляна. Я остановилась в отеле Marriott, и у нас там ходит прям рядышком автобусные остановки есть от Эста-Садок. Доехать до Красной Поляны стоило всего 30 рублей. Я думала, надо такси заказывать. Никакого такси. Все очень близко. Мы доехали за 10 минут. И вот Роза Хутор. И здесь уже чуть-чуть подальше находится райончик Газпром. Собственно, здесь, как и написано было, да, я читала, что все очень рядом. Но когда ты читаешь, это одно. А когда ты уже находишься непосредственно здесь, это другое. Я еще просто выбирала, где остановиться. Конечно, я думаю, у многих есть выбор. Кто-то останавливается на Розе Хутор. Это вот где набережная. Уже выбрала Красную Поляну. Хотя вот я сейчас здесь нахожусь и понимаю, что, в принципе, и здесь было бы классно на самом деле пожить. От аэропорта до отеля, до Красной Поляны я доехала на 105-м с буковкой «С» автобусе. Стоило это около 300 рублей, и доехала я за час. Остановка Роза Хутор будет дальше, и она конечная. Я выбирала отель по отзывам, очень многие хвалят его. Отель находится на высоте 540 и предоставляет возможность подниматься бесплатно на подъемнике до высоты 960. Здесь преимущество отеля очень разнообразные, достойные завтраки. Ну и вообще отель просто классный. У меня было абсолютное ощущение, что я не в России, а где-нибудь в другой стране. В отеле есть большой подогреваемый бассейн на улице, но когда я была, он не работал. У меня номер был выход на солнечную сторону и на горы. Очень чуткий персонал в отеле. Я была поражена высоким уровнем сервиса. В течение дня можно пить глинтвейн. У отеля есть электронный консьерж, очень удобный. И у отеля есть также прямой выход в казино. Есть магазины и есть возможность купить цветы и игрушки. На завтраке чего только нет. И красная рыба, и тартар, и масляная рыба, и йогурт с чиа, смузи, свежевыжатые соки, очень вкусный кофе, разные вариации яиц, в том числе бенедикт, игристые предложат официанты. Ну и вообще такое разнообразие не во всех отелях встретишь. Для тех, кто хочет продолжение с кофе, можно взять кофе в стаканчике на вынос. Номер люкс с 2 ванными комнатами, с 2 комнатами, есть кофемашина с капсулами и предупреждают о пасмурном дне. Очень мило. Есть колонка Алиса, белоснежное белье, очень удобный матрас и очень большой балкон. А на столике оставляют шоколадки после уборки. И очень вместительные шкафы. В общем, все продумано до мелочей. Я брала только завтраки, но за 3000 рублей можно кушать в представительской гостиной за день. А это уже территория за отелем, где можно прогуляться. А эта дорога ведет к автобусной остановке и канатной дороге, где можно подняться на высоту. По дороге можно встретить косметику Краснополянский магазин и Зелинский. А это автобусная остановка, где можно доехать до Розы Хутор. Она в 7 минутах от отеля. А вот и канатная дорога Красной Поляны. Поднимаюсь я на высоты 960, и, как я сказала, это бесплатно от отеля. На этой высоте находится отель Риксос, Нова отель, Панорама и еще какие-то. А вот дальше уже нужно будет заплатить, чтобы подняться выше. Не все заснежено, но все равно все очень красиво. На высоте 960 еще есть чудесный лес для детей и хаски-центр. А это уже Роза Хутор, наша Швейцария. Работал только один подъемник на Розе Хутор, но я решила не подниматься на нем, но зато прогулялась здорово.
Если сравнивать Красную Поляну и Роза Хутор, Красную Поляну, конечно, гораздо меньше, но там больше ресторанов куда-то пойти, а на Розе Хутор больше прогулки, променада. На Розе Хутор можно подняться на высоту в Олимпийскую деревню, где проходили зимние игры. Здесь можно взять лыжи в аренду, а также здесь есть электрические сани. Редельбан — аттракцион, от которого многие в восторге. К сожалению, он был закрыт. Ну и также здесь есть подъемник Олимпия. На Розе Хутор есть рестораны Лучано, итальянский Red Fox, от которого я просто в восторге. Это для меня ресторан номер 1 из всех мест, где я там была, в стиле Алисы в стране чудес и с наивкуснейшей едой. Чохарчо со своим известным огромным чебуреком. Морской ресторан Сахалин. Они там очень здорово поздравляют с праздниками. И про Хинкали Новикова. Ну а если чуть дальше про Хинкали пройти, то там будет уже райончик Газпром, где, кстати, тоже есть электрические сани. От отеля Marriott я минут 15 ехала до ресторана, который не могла не посетить. Известнейший ресторан «Яблоки печем». Там все готовится в русской печи. Невероятно вкусная еда. Например, салат с козьим сыром и свеклой просто покорил. Яблочный пирог, пирожки, печеная картошка. Все очень-очень вкусно. Плюс интерьер самобытный. Погружаешься в эту атмосферу и хочется вернуться. Вечером я ходила в зону спа релаксировать. Там очень хороший бассейн, тренажерный зал с хорошими тренажерами. Сауна, хамам, сама площадь очень большая, косметика очень хорошая, и все, что нужно, вам там дадут. На Красной Поляне очень много мест, куда можно пойти, но я еще была в Соренто, и сыроварня находится просто в 2 шагах от отеля Marriott. Эти места мне понравились. Я, конечно, читала, что у курорта очень много поклонников, но не думала, что настолько. Здесь прекрасно. Преимущество межсезонья на Красной Поляне и Розе Хутор. Мало людей, как я и хотела, но до открытия горнолыжного сезона почти все подъемники не работали, поэтому хочется вернуться. Вообще, Красная Поляна и Роза Хутор мне очень полюбились. Отдых мой был безупречен. Как известно, лучше гор могут быть только горы, поэтому всем советую.